Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина спешит в вашу жизнь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. И сразу у нас башня. Да, ребят, не в очень хороших энергиях вы пребываете. Боль, утрата, разрушение, много озлобленности. Это может, давайте сейчас спросим, конечно же, с чем это проигрывается. Разрушение вашей прежней жизни и начало нового этапа. Скорее, это было из-за измены, из-за вранья какого-то. Причем боль такая, что и врагу не пожелаешь. Очень много боли и злости у вас осталось после той ситуации, вот, которая произошла у вас с вашей женщиной. Причем, знаете, вот еще отголоски, я думаю, есть до сих пор. И в вашем окружении может даже проигрываться, что есть женщина. Это может быть на работе, знакомая, соседка, даже сестра может быть, которая до сих пор как-то вот вас поддерживает, утешает. Вот такой, знаете, хоть и женщина, но настоящий друг, что ли. Вот не просто вам до сих пор, несмотря на то, что вот у нас 2 туза выпало, да, вы такой и уверенный, вы решительный, вы активный, ревнивый, да, ну то есть все при вас. Но в то же время, ну такая адская боль в душе, такой адский осадок, вот осадок именно после вот этого разрушения, после обманутых надежд, после того, что весь мир с головы, с ног на голову перевернулся, да. То есть такая ситуация, которую реально и врагу не пожелаешь. Очень много печали, очень много разрушительных эмоций. Несмотря на то, что вы сам по себе, вы человек очень такой, ну, ранимый, податливый. Я имею в виду, что вот женщинам вас очень легко приручить и укротить. Особенно вот если вы влюбляетесь, ну все, как я обычно говорю, влюбленный волк уже не хищник. Вы ручной становитесь. И этим как-то вот по жизни обычно и пользовались ваши дамочки. Ну, либо же дама, да, вот если одна была. Период такой у вас сейчас очень и очень печальный. Что еще в вашей жизни происходит? Однозначно, период кардинальных перемен. Период, когда вот работа – это единственная отдушина, которая осталась в вашей жизни. Потому что новых отношений я на данный момент у вас не вижу. Много сомнений, много опасений осталось, много неуверенности. Это может быть и неуверенность в себе, это может быть неуверенность в женщинах, недоверие. То есть вы сейчас сам себе хозяин, вот такой вот. Что хочу, то делаю, куда хочу, туда лечу. Но на душе грусть, печаль, тоска. Итак, какая же женщина? Появится либо же нет? Ну снова наш император, ну кто бы мог сомневаться? Вот она, наша раскрасавица. У нашего императора появится новая дама, да, то есть у вас. Это будет скорее блондинка, женщина, ну такая, я думаю, среднего возраста. Она вроде бы и мягкая такая, вот душевная, но в то же время вот есть какая-то перчинка в ней, что, знаете, вот ее лучше не заводить. Вот она такая довольно то ли уверенная в себе, она такая вот, ну, знает, чего хочет, она с характером. Не нужно бояться, конечно, не думайте, что это бывшая, нет. Это совершенно новая женщина. Бывшая у вас осталась позади, она на расстоянии, это уже все. Причем ради этой женщины вы будете готовы вот, ну, впахивать на 3 работах. Ну, я утрирую, конечно. Но вы будете настолько вот вкладываться, она настолько вам понравится, что вы, ну, абсолютно ни себя, ни сил не будете жалеть. Вот как-то поначалу вы будете, я не скажу, что вы так активно будете там прям проявляться к ней, очень часто переписываться, там звонить, писать. Нет, вот как-то вы будете это постепенно делать. Ну, я так думаю, что это из-за вашей вот этой неуверенности. Но, в принципе,
Такой вы товарищ работящий, который и в отношения может вкладываться, и в женщину может вкладываться. Так. Вот видите, да, у вас вот как отголосок из прошлого. Вот вам не просто, вот я вам скажу, вам не просто начать новые отношения, потому что вот все равно, какой бы период ни прошел, вот как осадок остался, да? Осадок и страх предательства, страх измены, страх того, что вас предадут. Но опять же, вот эта женщина, это будет ваш такой вот, ну, судьбоносный шанс. Причем в эту женщину вы реально влюбитесь, как мальчишка. Просто вот будете осторожничать так поначалу. Очень так будете осторожно. И какой-то период еще недоверия у вас будет к женщинам. Так. Вот она вас именно вот спасет от какого-то вот вашего состояния одиночества. Потому что вот это вот состояние одиночества в толпе, оно у вас присутствует. Вот присутствует оно. Можно быть и на работе, и в коллективе, где угодно, да, вроде бы полно людей, но чувствуешь себя никому не нужным, да, вот напишите в комментариях, бывает у вас такое состояние, либо же нет, вот когда вы чувствуете просто себя одиноким. Когда ты находишься в толпе, когда ты среди людей, а тебе ничего не хочется. Не хочется ни улыбаться, не хочется никуда идти, ничего делать. Да? Тем более, что у вас такое вот, как вначале я говорила, может реально проигрываться, ну, довольно депрессивное такое настроение. Так, далее. Что же у вас будет еще с этой женщиной? Как же будут развиваться ваши отношения? Угу. Вот вы поначалу, да, будете немного тормозить вот эти активные какие-то свои порывы именно из-за неуверенности. Деньги вы будете зарабатывать, да, вы причем даже ее будете что-то поучать. Вот вы такой любитель поучать. Это могут быть не обязательно там какие-то нравоучения, грубости, нет. Но вы вот как гуру мудрый, да, вот будете ее мягко так направлять, вот что как делать, что лучше делать. Но, в принципе, она сопротивляться не будет. Хотя, я вам скажу, что вот именно в этих отношениях у вас язычок немножко развяжется. Вот вы начнете более так колко общаться с окружающими. Вот вы будете давать отпор. Хотя я так думаю, что это будет не сколько с этой женщиной даже связано, сколько с вот этим вашим окончанием периода страданий, мучений, разочарований, с вот этим вот периодом отшельничества. Вот вы как будто заново на свет родились, да? Поэтому очень вы такой будете, знаете, вот, ну не то чтобы вспыльчивый обязательно, но будете готовы постоять и за себя, и за эту женщину. Такой прорежется голос у вас. По деньгам будет все очень классно. Причем очень ваша бывшая пассия, она узнает о том, что у вас все хорошо в отношениях. Очень будет она беситься от этого, она будет очень злиться. Почему будет злиться? Давайте посмотрим, почему. А потому что у нее никого нет, потому что у нее у самой личная жизнь не ладится. Ее будет такая вот своего рода жаба давить. А она узнает, она по-любому узнает. Либо же у вас общие знакомые, либо же она там где-то подсматривает за вами, в тех же и соцсетях, и в жизни. Ну, то есть, по-любому, она мониторит, как вы живете, просто даже из любопытства. Причем, я вам скажу по секрету, многие люди, когда расстаются, и неважно, да, по какой причине, все равно какая-то привязанность есть, да, все равно люди так тихонечко, даже бывает с других страничек каких-то, ну, подсматривают за своими бывшими, просто из интереса, да, вот какие фотографии, допустим, выставила, когда была последний раз в сети, там гуляла она где-то, не гуляла, ну, то есть все равно какое-то вот собственничество, оно еще присутствует. И ее вот будет мучать вот эта самая жаба, когда у вас все налаживается в личной жизни, а у нее никого нет, а ей плохо. У нее сейчас реально вот такой проблемный период. Причем в этих проблемах она сама виновата, да, но мы сейчас не об этом.
Так, и что же у вас дальше еще будет? Чем же это все закончится? Это судьбоносная дама. Судьбоносная. Вот появление вот этой женщины, которая так взбесит вашу бывшую, да, это ваша судьбоносная женщина. Поэтому берегите ее, цените, будете холить, лелеять ее, кружить со всех сторон. Причем, я вам скажу, вы будете относиться все равно ну, подобным образом, как и к бывшей. Потому что, ну, в принципе, человек не меняется. Вот несмотря на то, что вам сделали больно, да, вот несмотря на то, что вас обидели, все равно вот вы, когда влюбляетесь, вы все равно вкладываетесь, и это нормально. Потому что, ну, без любви, как бы, да, ну, ты не будешь вкладываться. А когда вырастают крылья, когда ты влюбляешься в человека, ну, конечно же, хочется и любить, хочется что-то отдавать, да, и себя, самого себя, и время, и заботу, и любовь, и нежность. Все хочется отдавать. Напишите в комментариях, есть у вас такой момент или нет, что вы вот когда влюбляетесь, хочется, ну, кружить женщину, отдавать все до последней нитки, да. Причем, вот как я говорила, я уже не раз об этом говорила, что нужно вот вкладываться дозированно, очень дозированно, потому что партнеры к этому привыкают, да, вот когда чрезмерная какая-то забота, внимание, когда знают, что тебе сейчас вот все на блюдечке, любой каприз. Да, это поначалу это классно, это прикольно, все это, а потом это все просто надоедает, это приедается, и начинают люди борзеть. Они уже знают, что да, никуда не денется, я что хочу, то и делаю, все равно он будет за мной бегать, да. Поэтому дозированно. Умейте говорить слово «нет», умейте вовремя отказать, умейте сказать, что да нет, я не хочу, да мне не очень хочется, я это не буду, давай потом. Ну, как-то вот такие вот маленькие отказы. Это будут деликатные отказы. Я не говорю о том, что надо грубо себя вести, ни в коем случае. Но вот именно уметь сказать иногда «нет» – это очень важно. Это важно не только в отношениях, это и на работе, и с друзьями, и везде. Просто люди не будут садиться на шею и борзеть. Они будут видеть, что человек с характером, да, если я что-то не то сделаю, он взбрыкнет, и я могу потерять человека, могу потерять дружбу, там, либо же ценного сотрудника, да, и так далее. То есть вот как-то так. Поэтому смотрите, женщина судьбоносная появится в вашей жизни. Не упустите ее, потому что такой шанс, он может больше не повториться. И придет в вашу жизнь снова любовь, счастье и покой. А это настолько важно, да, когда есть рядом человек, с которым можно расслабиться. Вот именно такая внутренняя вот душевная гармония, когда тебе классно на душе, когда ты приходишь и можно просто помолчать, когда ты кайфуешь просто от того, что человечек твой любимый рядом, да. Вот ты можешь даже просто лежать телевизор смотреть, но ты знаешь, что твоя половинка рядом, и тебе уже классно и круто от этого. Поэтому я вам всем желаю поскорее встретить такую половинку. Ни в коем случае не отчаиваться, настрой на позитив, как всегда. Это ваш девиз по жизни должен быть, настрой на позитив, и все будет хорошо, да? Поэтому я вам всем желаю счастья, найти поскорее ту самую единственную, любимую, неповторимую. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями и всем пока!